Всем привет! С вами Алла. Сегодня для вас общий расклад. Давайте посмотрим, какая женщина вас шокирует. Шокирует признанием, шокирует поведением, шокирует своими чувствами. В общем, все, что покажут карты. Расклад будет на два варианта разбит, поэтому выбирайте цифру 1 или 2 или ту карту, которая с вами срезонирует. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и определяйтесь со своим вариантом. Это будет первый, это будет второй. Итак, первый вариант. Туз чаш. Здесь однозначно чувства, но давайте посмотрим, какие они. Что здесь за чувства этой женщины к вам? Это из прошлого или это ваша настоящая женщина? Что между вами? Угу. Так, ребят, смотрите, это не новая женщина, это женщина из прошлого, с которой сейчас у вас происходит зарождение новых отношений. Я часто слышу на личных раскладах, когда мужчины мне рассказывают о том, что они по 2, по 3 раза женились на одной и той же женщине. То есть они поженились, развелись, потом у каждого из них там была своя какая-то семья, свои отношения. Потом он ушел из тех отношений, вернулся к своей жене и еще раз женился. Потом опять прошла пора каких-то там лет, они опять развелись и опять пошли куда-то там в разные отношения, и через несколько лет они опять встречаются и опять женятся. Ну вот первый вариант здесь будет плюс-минус похож вот на такие истории. То есть здесь о том, что вариант подойдет только тем мужчинам, которые уже много лет с этой женщиной, и вы все время сходитесь и расходитесь. То есть у кого-то это будет ваша бывшая жена, с которой вы сейчас опять налаживаете отношения. У кого-то это отыграется как любовница, которая вас кидала несколько раз, потому что вы сказали, что вы не разведетесь. Потом она исчезала, и потом через много лет опять появлялась. И вот так вот вы туда-сюда качаетесь. Еще что может подойти под первый вариант? Это когда женщина не определившаяся. То есть на момент вашего знакомства, например, у нее мог быть еще какой-то мужчина, она то уходила, то не уходила от него, потом вы встречались, потом она все-таки приняла решение уйти от него к вам, но потом проходит какое-то время, и она опять передумывает, вот что-то у нее там в голове перещелкивает, и она возвращается к тому, от кого ушла к вам. То есть тут такая достаточно какая-то запутанная Санта-Барбара, когда все уходят, потом приходят, потом женятся опять на тех же партнерах, возвращают своих любовниц. И здесь это может длиться годами. А зачем вот вам такая Санта-Барбара? Давайте спросим, почему тут такие отношения? Эти отношения основаны на страхе, на потере друг друга. Ребят, знаете, здесь похоже на то, что первый вариант это про адреналинщиков. Неважно, сколько вам лет в паспорте. Кто такие адреналинщики? Адреналинщики это люди, которые, они не умеют и не хотят, и им не нравится жить в спокойных отношениях. Спокойные отношения это когда все равномерно, все плавно, то есть ты знаешь свой быт, ваши договоренности, ты знаешь, как пройдет твое утро, как пройдет твой обед, как там вы ляжете спать и что будет завтра опять. Понятно, что вы там отдыхаете, ходите к друзьям и так далее, но у вас есть некая основа, и вы понимаете, как ваши отношения в принципе будут выглядеть лет через 5, через 10, 15, 20 и так далее. И вам хорошо в этом, вот в такой стабильности. А есть пары, которые ужасно ненавидят стабильность. То есть им нужно, чтобы было ничего не понятно, чтобы был хаос. Они никогда не строят планов на будущее. Они не хотят официально регистрировать брак.
Они не хотят, например, там нести какую-то ответственность, им по душе больше гостевой брак. Типа ты там в одной стране или там в другом городе, я там еще где-то. Либо ты там, не знаю, дальнобойщик, капитан дальнего плавания, айтишник, который там мотается по всему миру и переезжает в силу своей работы, или она айтишник и как бы по всему миру катается. Ну, то есть любая профессия, которая предполагает, что ты не сидишь на одном месте. И вот этой женщине, женщинам, вернее, из этого расклада, вот им нравятся такие отношения. И когда ваши отношения начинают напоминать вот эту семейную стабильность, здесь женщины, они боятся. Я говорю женщины, потому что это общий расклад. То есть это не для кого-то гадание, поэтому это не одна женщина, а женщины из этого расклада. То есть они будут похожи друг на друга. У кого-то будут отыгрываться, у кого-то не будет. Напоминаю, что это общий расклад, и это нормально. Поэтому здесь суть про то, что вроде бы как и хорошо здесь человеку с вами, потому что девятка чаш — это про то, что между вами однозначно есть гармония, между вами однозначно есть состояние, что вам классно вместе, вы хотите быть вместе. Но аркан повешенный, он про то, что вам нужно чаще как-то вот отдыхать друг от друга, кому-то из вас или вам обоим это нужно. То есть вы не хотите все время, вот как бы там, не знаю, 15 часов в сутки, например, находиться на связи или там вот сталкиваться друг с другом. Ну, то есть ваши отношения, они быстро как-то становятся скучными, однообразными, серыми. И женщина уходит в аркан башню, в девятку мечей. То есть это про то, что не хочу таких отношений, они становятся пресными, скучными, и мне как бы становится очень как-то печально и грустно от таких отношений. И вот по этой причине женщины уходят. Уходят, потом опять приходят, потом она вас сама находит, выходит на связь. Ну, то есть вот тут какая-то такая бесконечность вот в этом, как его назвать, заколдованном кругу, давайте вот так назовем. Так, а теперь давайте мы спросим... Так чем же ты удивишь? Тем, что она в очередной раз появится в вашей жизни. Но здесь знаете, что может отыграться? Если это была ваша любовница, например, она здесь появится уже как замужняя женщина и предложит вам такой вариант, что ты женат, теперь я замужем, я хочу быть с тобой, но теперь на условиях, что теперь не только ты женат, но и еще и я замужем. Теперь как бы вот давай мы будем один-один, у тебя семья и у меня семья. И вот на таком основании я соглашусь быть с тобой. То есть тут женщина вот так хочет. Это если вы были любовники. Если, например, это ваша бывшая жена, то она здесь вернется для того, чтобы проверить, в отношениях вы или нет. И если не в отношениях, то она будет хотеть вас вернуть обратно в семью. Ну, а если здесь женщина, которая и вас имела, и еще кого-то имела, то тут она определилась с тем мужчиной, что она уже не хочет с ним быть, и вернется к вам для того, чтобы поговорить о возможности восстановления ваших отношений. Так что вот такие тут у меня вышли барышни в первом варианте. У кого срезонировала информация, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому нужна личная помощь, личное гадание, обращайтесь ко мне, мои контакты на экране. А мы переходим к двоечкам и смотрим здесь король чаш. Так, что это значит? Что происходит между вами в ваших отношениях на сейчас? Так, а это новые отношения. Насколько они уже зашли в романтику, в секс? Нет, в секс они еще не зашли. Тут еще только-только начинается романтика. Угу. Вы тут, видимо, только недавно то ли развелись, то ли расстались со своей женщиной. И вот эта женщина, она как-то еще побаивается вас, побаивается заходить к вам в отношения. Значит, смотрите, двойки, вы тут или как-то напираете на эту женщину,
Вот такое ощущение, что она вас побаивается. Знаете как? Здесь женщина, которая никуда не спешит. Здесь женщина, которая живет своей жизнью, которая ей нравится. Тут прибегаете вы такой: все, я развелся. Или я там в разводе. Хочу быть с тобой, ты мне очень нравишься. Женщина такая на вас смотрит и думает: ты дурак? Ну, отлично, окей, ты развелся, а я тут при чем? Ну да, ты мне нравишься, но это же не значит, что вот прям я готова прям сейчас бабах и открыться тебе и вступить с тобой в отношения. Смотрите, здесь можно привести такой пример. Вот представьте себе, что вам нужна машина. Не знаю, там, давайте возьмем, например, Nissan какой-то. Вам нужна вот эта машина Nissan, и вы ее очень хотите, но вот прямо сейчас, вот если бы вам сказали: на тебе ключи, вот все, давай, ты уже как бы можешь на ней ездить, вот тебе права, то вроде бы как вы хотели эту машину, но вы морально к ней не готовы, понимаете? Большинство людей, им нужно морально быть готовыми к тому, чтобы это получить. То есть это занимает какое-то определенное время, это занимает какой-то определенный процесс. Например, там, ты ходишь в салон или ходишь там на бэушный рынок, ищешь эти Ниссаны, присматриваешься. То есть ты как бы сам себя настраиваешь на то, что вот тебе-то вот такая-то сумма осталась насобирать ее. Там, ты присматриваешься там, к каким-то различным деталям, нюансам в обслуживании, там, какие бывают эти Ниссаны, там, сколько им лет, если они бэушные, ну и так далее. То есть это процесс. И вот к этому процессу вы готовы. То есть вы понимаете, что, например, там, ну, за полгода вы созреете. А тут представьте, вы себе утром пьете кофеек, звонок в дверь, открывают дверь и говорят: вот ваши ключи, вот ваш паспорт на Nissan. Понимаете, вы в шоке. Почему? Потому что, блин, я-то, конечно, хочу, но не сейчас, потому что прямо сейчас я не готов к этому. То есть я еще как бы в голове своей к этому не пришел, я не созрел к этому. Я еще не чувствую, что это мое, и мне это нужно прямо сейчас. И вот по второму варианту, вот здесь, ребят, у вас вот такая ошибка. Вот у кого отыграется эта информация, у вас вот такая ошибка. Вы почему-то думаете, что эта женщина должна обрадоваться этому Ниссану. Вот вы открываете дверь такие: вот тебе Nissan, вот тебе ключи, вот тебе уже права, давай, радуйся. А женщина говорит: слушай, ну я, конечно, рада, но не сейчас. Мне как бы сейчас это прямо не нужно. И вот здесь получается, что чем она может вас шокировать? Ну, тем, что она скажет: нет, подожди, я не готова, отойди от меня на дистанцию. Это как в аналогии. Я похожу на рынок, посмотрю на эту машину, попробую в них посидеть, почувствовать себя в этой машине. Понимаете, мужчины и женщины, они совершенно по-разному устроены. Хотя я знаю клиентов на личных раскладах, которые как женщины как бы себя вот чувствуют, они тоже говорят: ну я не могу так быстро, мне нужно к ней привыкнуть, мне нужно там проникнуться этой мыслью, что эта женщина теперь со мной. Есть такие мужчины, но их меньшинство. Большинство это все-таки у женщин такое. Вот они думают, раскачиваются, не потому, что они сомневаются, любят они вас или нет. Нет, это просто психотип другой. Ребят, надо знать психологию. Потому что если вы не знаете психологию, то вы можете потерять любимую женщину просто потому, что вы не понимаете ее психотип, почему она так себя ведет. Есть женщины, которые готовы сразу. А есть женщина, которым нужен год, например, для того, чтобы она вам открылась и захотела вступить с вами в серьезные отношения. А вы думаете так: год прошел, толку нет, значит все, я ей не нужен, и я пошел искать другую. А она только-только уже была готова, как говорится, с вами вступить в отношения, а вы уже ушли. Ну и все. И кому, как говорится, от этого легче. Понимаете? Поэтому здесь важно понимать, что все люди разные. Самая главная ошибка каждого человека – это то, что он думает, что все думают точно так же, как он сам. Нет, ребята, это фигня полная. Все люди думают по-своему, все люди думают совершенно по-разному. Если бы вы могли получить мелафон из «Гости из будущего» и почитать мысли своих женщин, то вы бы просто прозрели, потому что ваши женщины, они мыслят совершенно не так, как мыслите вы.
Вот именно по той причине, что вы не понимаете тип мышления женщин, именно по этой причине часто происходят ссоры, скандалы, расставания. А женщины мыслят тоже по-своему, думают, что мужчины точно так же мыслят. И опять облом. И вот из-за этого, по сути, все проблемы. Поэтому, ребят, по второму варианту здесь нужно время. Здесь женщина как бы вас сейчас может неприятно удивить тем, что уйди, я не готова. Вы это можете воспринять, что это конец, а на самом деле это только начало. То есть тут надо за ней ухаживать. Здесь нужно набраться терпения и понимать, что здесь психотип женщины, которой нужно время для того, чтобы к вам привыкнуть и раскрыться перед вами. Вот так, двоечки, такой был для вас расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, только переписка. Всем хорошего дня и всем пока!